Сижу я, значит, такой и листаю свой прекрасный инвентарь, и вижу замечательную монетку с операции «Расколотая сеть». И тут мне стало интересно, а насколько же она окупилась? Как раз с момента выхода операции прошло 2 года, и цены плюс-минус устаканились. Если тебе нужен финальный подсчет, то рекомендую обратить внимание на тайм-коды в описании к видео. Ну так вот, если сейчас за звезды ты условно покупаешь конкретно, что тебе нужно, это стикеры, агенты или же одну из коллекций, то 2 года назад ты всего лишь выполнял задание, и за определенное количество тебе рандомно падал какой-то предмет конкретной категории. Ну, к примеру, только граффити или только оружие из определенной коллекции. Операция «Расколотая сеть» без учета скидки стоила 970 рублей. Всего можно было забрать 41 предмет из Battle Pass, но тогда еще дополнительно падали кейсы. Лично я в тот момент урвал дополнительные 2 сундучка с золотом. Подсчет общего прайса скинов велся вполне просто. Я смотрел, что падало из Battle Pass и примерно прикидывал, где этот дроп находится у меня в инвентаре. Благо, что границы предметов у меня были хорошо видны. Сверял я, конечно же, от медальки и до красного агента. И вот, в принципе, табличка, которая у меня получилась. Название полученного предмета я не писал, потому что... А зачем? Цены указаны на момент старта записи видео, а именно 11 октября, так что цены могут немного измениться. Из интересного в первой двадцатке могу выделить пару позиций, а именно береты, средняя цена которых 580 рублей, М4, которая стоит 300 рублей, а также ФАМАС, который я по ошибке продал за 180 рублей в пик операции. Но если бы я не продал этот ФАМАС, то сейчас бы у меня в карманах были дополнительных 2 куска. По мелочи так это жаба за 80 рублей и сажа за 70. Вторая половина списка может порадовать только красным агентом и нестабильным прайсом на кейсы, которые я уже, конечно же, продал. И общая сумма, которой я владею спустя 2 года, составляет 2620 рублей. Но поскольку операция стоит 970, то чистая прибыль составляет 1650 рублей. Но также стоит учитывать, что если бы я удержал ФАМАС, то сейчас бы у меня было где-то примерно 4500. Так что вот. Трудно сказать, огромный ли это окуп, но ясно одно. Я грабил Valve.